Братва, салам. С вами ваш кореш по понятиям, законник Валерий Табаков. Сегодня я не просто по-тихому разложу, а разнесу в хлам всю эту бодягу вокруг мазуты Вячеслава Зинченко. Группировка поддержки под крылом Тани Мусихиной и при живом участии мамаши Елены Зинченко уже кучу лун шмаляет донаты якобы на адвокатов и экспертизы. Сотни косарей гривен, а то и лям уже натикало. Карта мамаши Елены светится на каждом эфире и прочее в каждом стриме. Кидаете, дескать, братья-сестры на волю Славику. А теперь реальность, которую любой фраер невооруженным глазом видит уже 1,5 года из-за 40 плюс сходок. Я как законник, который шарит за каждым протоколом, каждым движем и каждой явкой заявляю по-жесткому и на всю малину. Это классический развод под видом помощи политическому сидельцу. Ща по пунктам так разжую, что даже самые упоротые фанаты Мусихиной мозги вскипятят. Сначала про профессиональную крышу, на которую якобы ваши филки идут. Адвокаты Сулейма, Вороняк – это не защитники, это статисты, которые отрабатывают номер. Факты на стол. 14 января 2026. Сходка сорвана. Адвокаты заболели и не смогли доехать. Судья читает движ об отмазке по болезни опять. 19 марта 2026. Та же херня. Вороняк отсутствует по семейным. Сулейма просит тайм-аут, потому что у него материалов в зале нет. Сам Зинченко просит дальше перерыв из-за отсутствия адвоката. Десятки сходок. Адвокаты либо по видео, либо вообще не приходят, либо сидят как рыбы об лед. Ходатайство, экспертизы, активная движуха. Ни одной серьезной экспертизы, которую бы за ваши бабки оплатили и провели, мы не видели. Ни повторной баллистики, ни почерковедки, ни комплексной по фальшаку гильзы и фоток. Зато кто движ подает? Да сам Зинченко. Последняя свидетельница по его наводке. Он сам допрашивает, он сам формулирует. Адвокаты рядом стоят и башкой кивают, как болванчики на панели. За что вы им филки отстегиваете, донатеры? За то, чтобы они раз в месяц заболели и Славику очередной продлен арест впаяли? Это не крыша, это кукольный театр, это уголовка за бездействие защитников. Статья 400-1 УПК в паре с Кидалова. Я в открытую говорю, если эти адвокаты бабки берут за такую лажу, это не просто лажа, это кидок доверителей в особо крупных. Теперь про главного пахана этого балагана Таню Мусихину. Таня, ты каждый стрим орешь волю, волю до перемоги и раздаешь майки с рожей Славика, которые потом по моей инфе еще и с наваром толкаешь. Ты донатером втираешь. Мы в борьбе, мы во Львов ездим, хаты снимаем, морально поддерживаем. Красота. А где отчеты по бабкам? Ни одного. Ни скрина, ни таблички, ни на адвокатов ушло столько, на экспертизу столько, остаток столько. Мусихина в эфире нагло лепит. Я ни копейки не брала и ни одного пруфа. Это не благотворительность, это классическая схема. Собери на карту мамаши, потрать на свои вояжи. Вояжи во Львов с хатами, с криками «волю» под окнами суда, селфи в майках. Вот куда ваши донаты утекают, люди. Пока адвокаты болеют, Мусихина с подругами катается поддерживать.
а экспертизы, а реальные движения от профи. Их нет, потому что бабки не туда идут. Более того, когда я вопрос о прозрачности поднимаю, Мусихина сразу в наезд. Клевета, обзывы, блочит тех, кто спрашивает, где отчет. Это не поведение активистки, а кидалы, которая боится шмона. Я официально заявляю, такие сборы без отчета тянут на статью 190 УК Украины Кидалова и статью 191 присвоение. И самое циничное, Мусихина мама Елену как ширму использует. Кидайте на карту мамаши. Мамаша якобы не при делах, но именно на ее карту рекой льется, именно она в стримах отмазывается. Мы друг другу верим. Нет, братва, это не вера, это отсутствие контроля и возможность безнаказанно жировать. Елена Зинченко, лично к тебе обращаюсь. Ты мать. Боль понимаю, но ты позволяешь страдания сына превращать в бизнес. Карта на твое имя. Ты в эфирах Мусихину поддерживаешь. Все норм, едем. Ты не требуешь отчетов. Не выкладываешь ни одной траты на адвокатов или экспертизы. Ты позволяешь орать волю и собирать бабки, пока твой сын парится, а крыша номер отрабатывает. Это не материнская забота, это соучастие в кидалове сотен людей, которые из последних сил последние гривны скидывают, веря, что помогают чистому пацану. Если реально хочешь сыну волю, выложи полный отчет за все время, каждый перевод, каждая трата. Не можешь, значит, есть что прятать. Подведем черту, братва. Ваши донаты идут на больных адвокатов, которые не являются и ни хрена не делают, на вояжи Мусихиной и компании во Львов с хатами и оркестром, на майки и моральную поддержку, возможно, в личные карманы организаторов. А реально юридической движухи ноль. Зинченко сам процесс ведет, сам свидетельницу заявляет, сам борется. Это не группа поддержки, это бригада по сбору бабла под красивой вывеской за Славика. Я законник Валерий Табаков, который реально помогает Мазуте, движи, обращения в ГБР, к омбудсмену, на международку и каждую копейку своих донатов светит. Говорю открыто. Прекращайте кидать бабки этой бригаде. Требуйте публичный отчет за каждую гривну. Если через 7 дней отчета нет, это уже пруф Кидалова. Кидайте только тем, кто реально пашет, кто движи подает, кто экспертизы требует, кто не сыт до ЕСПЧ и ГБР идти. Мусихина, Сулейма, Вороняк, мама Елена, вы все слышали. Я готов к любой стрелке в суде. У меня скрины, протоколы, факты. У вас только эмоции, и мы в борьбе. Донатеры, очнитесь. Ваши филки должны работать на волю Славика, а не на львовский туризм и адвокатский цирк. Ставьте лайк, если замучились от этого балагана. Пишите в комменты, требуя отчет. Пусть давление будет массовым. Подписывайтесь, репостите. Правда все равно вылезет. С вами был юрист Валерий Табаков. До следующих разборок. Справедливость превыше всего.